Всем привет! Сегодня третий день винного календаря, и мы будем открывать вино под номером 3, вот отсюда, из этой коробки. Предыдущие два вина у нас были американские, калифорнийские, и я разгадала секрет, почему это так, потому что я тут сижу на фоне американского флага, и, собственно, какие еще вина в таком интерьере могут быть. Наверное, в следующем выпуске я поменяю бэкграунд, и тогда, может быть, это поможет, что какое-нибудь другое все-таки вино будет. Вот. Но на сегодняшний выпуск у нас есть 3 ставки, и все они на США. Собственно, я поэтому сегодня с тем же бэкграундом, чтобы все сбылось. Вот. Но у нас есть некоторые уточнения. Там одно США – это Напа, Шардоне. Шардоне – это белое. А второе США без указания региона, но тот же бренд Copper Corkscrew и сорт Каберне. И третий вариант США, Калифорния, Каберне. Я вот от себя тоже поставлю тоже на США, тоже на Калифорнию. Ну, не знаю, пусть это будет красный бленд. Так, wild guess. Ну что, интрига. Каждый раз напоминает, как будто я консервную банку открываю. Вот там кильки в томатном соусе, крышечка примерно такая же. Так. И это красное, и это тоже Copper Corkscrew, и это Калифорния. Но с сортом у нас никто сегодня не угадал, потому что это Pinot Noir. И на самом деле я этому очень рада, потому что пино-нуары я люблю. Вот. Хотя, конечно, калифорнийские пино-нуары это, опять же, не бургундские пино-нуары, скажем так. Они отличаются. И отличаются, как всегда, в сторону более такой цветочно-яркой фруктовой ароматики, потому что, в принципе, все калифорнийские вина, они такие немножко как-то так более ягодно-фруктовые, что ли, потому что солнца здесь много, жарковато для них, наверное, особенно если это Южная Калифорния. Вот, но это я не говорю, что это плохо, это, в принципе, тоже имеет место быть, тоже хороший, классный стиль вина, просто бургундские пино-нуары, они как бы более такие землистые, что ли, более сухие, вот в них особенно я люблю искать оттенок трюфеля. И это редко когда удается, вот, но иногда попадается, и это прям везение. Еще хорошие пино-нуары из штата Орегон. Вот, у нас прям вот очень патриотичный календарь. И, меняю бэкграунд на следующий раз. Вот. И, кстати, я сегодня, поскольку ожидала expected красное вино, я сегодня в красном. Вот, так что, чтобы все соответствовало. Вот, так, будем открывать. Я в этот раз подготовилась. У меня есть специальное приспособление для открывания всяких сложных бутылок. Вот, и хрустальный бокал мой. Наливаю чуть-чуть совсем. У меня сегодня вечером спектакль. Мы вчера спектакль один отыграли уже. И на этих выходных, вот сегодня и завтра, и послезавтра у нас еще 6 спектаклей. Сегодня 1, завтра 3, в воскресенье 2. Вот, так что надо мне не сильно увлекаться, конечно. Возможно, это даже поспособствует, знаете, чтобы глаз горел ярче на сцене. Вот характерный такой пино-нуарский, не скажу ацетончик, но что-то вот такой запах вот этой прелой листвы, он всегда в пино-нуарах присутствует, и он поэтому такой считается как бы осеннее вино. И, кстати, в Америке у нас еще вообще-то осень, потому что зима здесь начинается где-то в 20-х числах только декабря. Вот, поэтому это у нас вино осеннее получается. И, соответственно, вот оно пахнет такими осенними листьями. Приятно, кстати, и такой достаточно... То есть вот я сказала, что там будут ягоды, фрукты, но нет. То есть из ягод здесь скорее клюква. И вот
землица такая, осенние листья, тлен. Ну, на вкус тоже достаточно такое интересное. Тоже совсем не ягодный, то есть, да, это такой вот клюквенный морс на чем-то. На листочках, да. Нет, ну трюфелей, конечно, здесь нет, но есть перчика немножко мне положили. Ну вот еще вишня, наверное, вот, знаете, такая не сладкая, не черешня, а вот именно вишня кислая, которая вот у нас даже в Сибири такая росла. У нас такая мелкая, ядреная, прям ее было есть сложно, но варенье из нее было вкусное. Ну вот это вот оно скорее вишня еще до состояния варенья. Так, надо почитать, с чем мы его сочетаем. Так, они говорят, что здесь как раз черрис. Ну, какая я молодец, вишня я угадала. Earthy flowers, землистые нотки, ну, мастерство не пропьешь. Что еще? Spice, ну вот перчик. И delicate texture, ну, деликатная текстура, но это уже так для красного словца. Но, в принципе, вино достаточно гармоничное, и прямо я приятно удивлена, даже скажем так. Так, значит, его рекомендуется сочетать с лососем, жареной курицей, что у меня сегодня с речью, с жареной курицей или turkey, с индейкой. Ну вот у нас, кстати, День Благодарения совсем недавно прошел, и индейку уже всю, в общем-то, съели, поэтому немножко они запоздали с этим вином. То есть здесь такое вот действительно сочетание тоже осеннее. Вот. Курица у меня, кстати, есть, и можно будет потом сочетнуть. Что еще? Вот мне сегодня пришла в голову гениальная идея, что вообще-то хорошо бы было, чтобы был в пару к винному календарю календарь закусочный. Ну, то есть, чтобы они шли в паре, и вот каждый день ты открываешь вино, и там, допустим, в закусочном календаре ты там сыр достаешь. Ну, я изначально думала, что чисто сырный календарь, но было бы интересно, чтобы там были разные закуски, там кусочки, я не знаю, лосося, там что-то, какие-нибудь мясные закуски. Ну, то есть это, конечно, все скоропортящееся, все это нужно как-то правильно хранить, и поэтому я нигде такого не встречала. У меня кот хочет в кадр. Вот, какой у нас хороший кот. Хочешь попробовать? Нет. Попробовать Макунский не хочет. Ну все, тогда иди отсюда. Так, это был перерыв на кота. Я говорила про закуски, что да, было бы классно, если бы был такой календарь с закусками. И я думаю, что это моя какая-нибудь, может быть, бизнес-идея на какое-нибудь будущее. Или если кто-то хочет реализовать, пожалуйста, дарю. Вот. А сейчас, наверное, я буду прощаться, потому что надо готовиться уже к спектаклю. Так что на сегодня это все. И поскольку у меня очень такие насыщенные театральные выходные, то, скорее всего, следующее вино мы будем открывать в понедельник. Вот, так что доживите до понедельника, и как раз жду ваших вариантов на вино понедельника. Я надеюсь, что все-таки, может быть, концепция поменяется, и здесь будет что-то другое, кроме Калифорнии. Поэтому давайте попробуем угадать страну, регион и сорт вина. Все у нас получится. Ну что ж, тогда до новой встречи, до понедельника и cheers!